И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами закончили исследовать возвышенность Перики и переместились на причал Королевы. То есть на первую локацию, которую мы увидели в Никитаке, но тогда мы были еще под эффектом вау от игры, наверное, от города, и не исследовали ее полностью, пошли сразу дальше. Вот, поэтому сейчас мы восполним, так сказать, наше упущение. Как вы помните, мы даже получили тут один квест. Семейная гордость, кстати, он уже по уровню соответствует нам. Вот. И это значит, что мы сейчас и разберемся с ним. Так, узнай, с чего началась вражда между семьями Бардата и Валерии. Разговор с главами семейств должен все прояснить. Дома обоих родов расположены здесь. Так, давайте посмотрим. Поместье Бардата, магазин, карт, мельница Адры, поместье Валерии. Отлично. Ну что ж, прям очень удачно, мы прям возле поместья одного находимся. Сейчас пообщаемся с ними. Добро пожаловать в поместье Бардата. Эдсали у себя в кабинете. Лара Бардата. По-моему, тот, которого мы спасли. Лицо до сих пор болит, но лучше это, чем медь в животе. Ну да, ты прав. Нера Бардата. Лара вернулся в поместье целым и невредимым. Белфетто. Нера немного расслабляет сжимающие книгу пальцы. Во имя Виньяты и без того пролилось слишком много крови Бардата. Скажи Лара, чтобы учился держать себя в руках. Держи. Спасибо за понимание. Она передает вам кошель с монетами, быстро отмечает что-то в своем гроссбухе и резко захлопывает его. Вы получили 800 медью. Вот. Ты ведь еще не знаком с нашей матерью? Нера поглаживает подбородок, пачкая его чернилами. Если ты хочешь стать другом нашей семье, думаю, у нее найдется для тебя работа. Эх, Серафен, Серафен, что ж ты делаешь-то? Не стыдно тебе воровать? Свиток роя насекомых и серебряный люш. Отлично. Ну как отлично, Серафен, ты нехороший человек. Или не человек. Ах да, новичок, я ожидала вашего визита. Эдсали Бардата. Госпожа Эдсали Бардата. По правилам этикета я должна добавить к вашим услугам, но у меня нет времени на такое вранье. На ее лице прохладное выражение, но в осанке угадывается немалый боевой опыт. Вы видели, как мой сын сражался на дуэли с сыном рода Валери? По крайней мере, он выжил и сможет поучиться на своих ошибках. Те, кто помогает моей семье, не остаются в накладе. Салли достает из ящика стола кошелек и бросает вам. Мы получаем 1000 медью. Когда встречаются Валери и Бардато, остается лишь кровь да печаль. Вздыхает Эдсали и смотрит куда-то вдаль. Ваши семьи когда-нибудь помирятся? Быть может, со временем, если Великая Ваидика сочтет нас достойными того, чтобы обеспечивать компанию. Повсюду только и говорят, что о вашем небольшом представлении в порту. Вы определенно привлекли всеобщее внимание. Возможно, Хранитель Каэднуа и Дом Бардата смогут помочь друг другу. Так что же вам нужно?
На причале королевы болтают о заговоре Валери против моей семьи. Это серьезнее бесполезных дуэлей. Вы на архипелаге впервые, и у вас есть отличная возможность развязать языки Валери. Она поглаживает себя по подбородку и задумчиво вас рассматривает. Сыли Валери бренчит на лютне возле караульных башен. Он безобиден и предпочитает читать семейному делу песни и выпивку. Он может что-нибудь сболтнуть о делишках Валери. Замолвите за меня так. А что если нет никакого заговора против Бардата? Тогда я буду спать спокойнее, Салли пожимает плечами, хмуря брови. Иногда я предпочла бы ошибиться. Замолвите за меня словечко перед Валианской торговой компанией и по рукам. Немедля этим займусь. Она окунает перо в чернильницу и делает пометку в одном из документов. Готово. Надеюсь, это откроет для вас много дверей. Постарайтесь не выдавать Валери, что нам что-то известно. Именно для этого нам и нужен агент со стороны. Салли кивает и поворачивается к столу. Так, у меня есть вопрос о вашей ссоре с Валери. Беспутные амбиции Отелло еще сильнее усложняют... беспутные амбиции Отелло еще сильнее усложняют мои дела. Салли жестом просит вас продолжать. Вы согласны поговорить с Отелло? О боги, вы серьезно? Она едва удерживается от смеха. Вы действительно думаете, что я пойду к этому старому бесу на расстояние выстрела? Подойду. Ваш сын чуть не погиб. Этого недостаточно, чтобы положить конец этой ссоре? Салли кладет руки на поверхность стола и вздыхает. Конечно, но не тот конец, который предлагаете вы. Может, я смогу поговорить с ним за вас, увидеть его. Это не в вашей честности, я сомневаюсь. Я не прочь обсудить наши разногласия. Я просто не верю, что Отелло меня выслушает. Знаете, ребят, честно говоря, я не очень хочу ввязываться в типичные какие-то семейные дрязги, да, тут вражду семей каких-то дворянских. Кажется, будто эти мрачные портреты следят за вашими передвижениями по коридору. Все эти декоративные таблички украшены гербом Бердатта. Судя по всему, этим инструментом часто пользуются, он безукоризненно настроен. Так, хранилище Бердатта. Мы еще не были. Когда капитан стражи направляется к запертой двери, его броня поскрипывает в такт движения. Он с линцой разглядывает вас, поигрывая пальцами на рукояти своего оружия. Но я так понимаю, что вот эта дверь, наверное, должна быть заперта. Ну ладно. Господин имеет при себе разрешение на визит в хранилище? Хранилище? А что в нем? Семья Бардата заведует банковским бизнесом, мэстро. Нам принадлежит изрядная доля в Алианской торговой компании. Кроме того, мы охраняем те ценности, что оставляют на наше попечение. Об этом тебе следует поговорить с госпожой. Она наверху. Капитан подгоняет вас руками к лестнице. Ясно. То есть это местные банкиры. Так, ну, я к тому, что вот у нас появилось задание как утопленнику. Салли Бардата уверена, что семья Валери замышляет что-то дурное. Но сначала я думаю, что нужно поговорить с другой семьей. Что сейчас мне прям вспоминается один квест из Ведьмака 3-го. Там тоже из-за вина в Тусенте, да, в последнем дополнении. Хотя ладно, я не буду спойлерить, но он очень похож. Вот, поэтому мы сейчас поговорим вместе Валери.
Господин Отелло у себя наверху. Угу. Картины написаны в разных стилях, но их объединяет морская тематика. Масло, рисовое вино. Похоже, эти горшки сделал местный мастер. Так, здесь, наверное, этот главный. Ну, давайте посмотрим сначала, что мы увидим где-то здесь. Так, здесь кто-то у нас спит. Интересно, Серафим сможет спрятаться возле спящих? И не разбудив их, поворовать немножко. Кремени тут возьмем. Противоядие, корень ротити. Возьмем. Все получается, да? Так, я на всякий случай сохранюсь. Этот не понимаю, есть тут кто-то или нет. Но... Масло притяжения, плюс 2 блеф, плюс 2 дипломатия. Это мы уже знаем. Нефрит и золото. И сотрясение с ловушечкой. Предметы обстановки, за исключением ванны, явно редко использовались. На всех кастрюлях и горшках скопился толстый слой пыли. Аппарат мычек. Ну, это даже... Ладно, возьмем. Продадим потом. Мне что, играть в нянечку? Мартина, к тебе не прислушиваются. Хватит, у нас гости. Ха, вижу новое лицо в залах Валери. У Отелло Валери морщинистое, усталое лицо, но одежда его застегнута на все пуговицы, а осанка безупречна. Валери, думаю, мне попался член вашей семьи, дравшийся с Бардато. Он печально кивает. Прости, если мое поведение кажется отстраненным, но в этом доме поселились беды и скандалы. Лишь благодаря тебе Лара и Орса не там. Нам пригодится такой посредник. Мартина нужно больше крепких и башковитых друзей за пределами дома Валери. Отелло хмуро смотрит на сына. У меня есть кое-какие вопросы. Что ж, удовлетворю твое любопытство. Он поднимает открытую ладонь. Насчет работы понятно, я не хочу. У вас какие-то споры с той другой семьей? Ач, банк Бардато отрезал нас от инвестиций и заморозил наши счета. Это богатейший из регионов Эоры, но мы не можем расширить семейный бизнес. Зоти, не удается заработать за счет окружающих, и в самом деле горе. Жрица щурит глаза, скрестив руки на груди. Если знаешь иной способ выдавить хоть какую-то прибыль из этих островов, с удовольствием послушаю. Эцали богатая стерва, но однажды она получит по заслугам. Мне хотелось бы поговорить о семье Бардато. Если необходимо. В чем дело? Отелло хмурится и показывает вам продолжать. Эцали предлагает переговоры. После всего, что она... Мадича, что она задумала? Мартина, ты не понимаешь? Бардато практически разорили нас. Довольно, Мартина. До тех пор, пока мне это по силам, я не дам нашим семьям порезать друг друга на лоскуты. Скажи Эцали, что мы встретимся с ней здесь.
Меня она в ловушку не заманит. Он кивает каким-то своим мыслям и будет в здание взглядом. Отлично. Так. Ну, тогда я бы даже пошел бы и поговорил. Похоже, эти горшки сделал местный мастер. Давайте вернемся к Цале. Я так не хочу делать задание за одной из этих семей, потому что я уверен, что она настроит, ну, как бы заставит нас принять сторону, да. То есть мы будем тогда за кого-то и не сможем сохранять нейтралитет, потому что у нас с вами, как вы помните, паладин-ведьмак. Ну, если не помните, то, возможно, по предыдущим прохождениям моим знаете, что я не очень люблю все эти политические и не очень политические интриги, заговоры и так далее. Я вас слушаю. Мои дела редко позволяют мне отвлечься надолго. Царь кладет одну руку на бедро и жестом просит вас говорить. О, вы замечаете нечто необычное. Ваше внимание привлекает рабочий стол Ицали. Среди разнообразных гробсбухов и документов лежит медная печать, с которой стекает расплавленный воск. Капли воска вокруг печати застыли в форме, напоминающей глаз. Глаз, обрамленный птичьими перьями. На его поверхности изображена третья перепонка, словно подмигивающая вам. Вы меня слушаете? Ицали отвлекает вас взмахом руки перед вашим лицом. Она переводит взгляд с вас на аккуратно убранный стол и хмурится. Показать ваш стол, глаза. Она вновь глядит на стол, на этот раз нетерпеливо. По-моему, вы перетрудились. Так, у меня вопрос о вашей ссоре с Валери. Беспутные амбиции Отелло еще сильнее усложняют мои дела. Я поговорил с Отелло, он не против встречи, если вы согласны. Вы серьезно? Если это очередная проделка Валерии, я не пойду в ловушку в одиночку, только вместе с вами. Отправимся. Хорошо, по крайней мере это будет не скучно. Так, сейчас бы только, ребята, что-то не случилось. По-моему, ты как-то даже похорошел, Орсо. Мерло, закрой рот. Представители домов Бардато и Валерии выстроились вокруг обеденного стола с настороженными и недовольными лицами. В общей атмосфере ни на йоту не прибавилось теплоты. Дипломатия. Предлагаю для начала перечислить взаимные претензии и требования. Вы не успеваете закончить, но Отелло обрывает вас резким взмахом руки. Ты управляешь банком, словно бандой преступников. Он уже и не отличается от банды. Обвиняющий перст Отелло указывает через стол. Салли, приходите и рассказывайте, почему ваши дети запугивают моих торговцев. Я устрою вам встречу с директором. Салли сдержанно разводит руками и разглядывает вас, опустив уголки губ. А вот и наш дипломат-доброволец. Что ж, мы здесь. Надеюсь, только это не какая-то мудреная, но глупая шутка. Ради шутки впустить Бардато в свой дом ни за что бы такого не сделал. Давайте попробуем спокойно поговорить. Если Валерий научится держать себя в руках, то это будет нетрудно. Я рожден для дуэлей. Доверим решение богам, мадам Бардато? Мартина облизывает губы и пробегает пальцами по эфесу шпаги. Тихо, Мартина. Хранитель, мы слушаем твои аргументы. Он жестом просит вас продолжать. Мне уже приходилось обращать врагов в союзников. Думаю, все вместе мы станем куда сильнее. Ач, навел ты шороху на белом переходе. Думаю, тоже вполне возможно и здесь. А вот не был я, ребята, на белом переходе. Вот они ошиблись. Но если я правильно понимаю, что имеется в виду под белым переходом, это White March. Увидим. Сила, хранитель? И к какой цели это нас приведет? Салли бросает взгляд на Отелло. К развитию торговли и всего региона. Славная цель. И Салли и Отелло обмениваются взглядами. Отелло, ты позволяешь своим детям срывать свой гнев на Бардато? Зачем?
Зачем? Моя семья достойна хоть какого-то уважения. Компания все соки из нас выпьет. Мы отдаем им свои жизни, а они и пальцем не пошевельнут, чтобы нам помочь. Почему я должен отказывать своим детям в праве на гордость? Эцали скептически хмурится. Эцали, зачем выдавливать Валерий из бизнеса? А к чему выкладывать оружие в руки соперника? Кроме того, бывали случаи, когда людям удавалось многого достигнуть, начав с куда более скромной позиции, и без какой-либо помощи банков. Эцали обрывает саму себя, словно засомневавшись на секунду в собственных утверждениях. До сих пор у Валерии не было повода доказать свою честность. В течение нескольких секунд Эцали только хмурится, вперев взгляд в стол, а Тело, насупившись, глядит на вас. Я хочу, чтобы принципе оставили в покое наши торговые пути. Что? В этом месяце мы потеряли половину поставок. Я дам вам деньги и команды для 5 кораблей. У вас будет шанс вновь заслужить мое доверие. Она разжимает обе ладони и ждет его ответа. 6 кораблей. Если у меня будет 6 кораблей, я легко выкурю крыс в принципе из наших вод. Ателло расправляет плечи и уверенно кивает. Серафен, да у принципе уже поджилки трясутся при одной мысли о 6 твоих провонявших рыбой суденышек. Он фыркает. Думаешь, ты первый, кто нас недооценивает, малыш? Ателло посмеивается. Значит 6. Кажется, мы достигли соглашения, Валерин. Так, значит, решено? Кажется, Ателло не может поверить собственным словам. Похоже на то. По крайней мере, на ближайшее время. Эцали пожимает плечами. Время покажет, будет ли это соглашение для нас выгодным. Господа, вы должны меня извинить. Я пойду домой. Она склоняет голову и уходит, одарив вас на прощание задумчивым взглядом. Задание выполнено. Семейная гордость. Отлично. И, кстати, у нас пропало то задание, да, которое было... Или задача то была... Похоже, пропало. Так, ну замечательно, мы разобрались. Серафен что-то обнаруживает. Ага. 2 свиточка, и это даже не будет кражей. И это тоже не будет кражей, получается. Орса Валерий. Ни за что бы не подумал, что когда-нибудь мирно разойдусь с Бардатом. В моменты затишья столовую наполняет звук тикания часов. Писец. Если ищешь жилье, то боюсь, что свободных мест у нас нет. Попробуй обратиться в таверну. Писарь одаряет вас дружелюбной улыбкой, но явно думает в этот момент о каких-то других делах. Вы сдаете комнату? Так и есть. Прости, если по ошибке приняла тебя за бродягу. Наверху есть пустующее помещение. Тот, у кого есть лишние деньги, может рассчитывать на кров и обед. Хотя это и временно, разумеется. Она прокашливается и отводит взгляд. Зачем вообще снимать комнату, тем более для кратковременной остановки? Не мне, конечно, судить о делах семьи Валерии, но кто уже об этом только не говорит. Она хмурит брови и смущенно оглядывается по сторонам. Достаточно будет сказать, что нуждающаяся в деньгах семья обычно ищет альтернативные пути заработка. Поэтому в поместье сдаются пустующие комнаты. В подобной жертве нет ничего постыдного. Я и так уже много наговорила. Если у тебя есть дело к дому Валерии, пообщайся с Ателло.
Он торопливо кланяется, явно стремясь скорее распрощаться. Как дела? Как говорится, не бывает такого, чтобы все шло идеально. Но какой смысл вываливать на тебя мои проблемы? Писарь прикусывает нижнюю губу и отводит взгляд. Ну, кто здесь всем заправляет, понятно. Чародей Валерий. Скорее бы снова выйти в море. То есть это, получается, какие-то моряки. Охотник на корабли Валерий. Да. Так. Срамы начинают осыпаться по золотам. Короче, они явно свои не лучшие времена переживают. Но сейчас зайдем, пообщаемся снова с Этеллом. Может быть, он у нас... Ну, нам что-то даст за то, что мы договорились. Мартина Валери. Возвращайся, когда станет солнце. У меня есть дела. А сейчас солнце не встает, да? Время... Давайте до полдня подождем. Отелло, вот он. Благодаря новой столице флот можно будет восстановить уже к концу месяца. Отелло потирает подбородок и кивает. Вот, можешь считать себя членом семьи, что дает тебе право носить этот клинок. Он вручает вам прекрасный меч с гербом Валерии на рукояти. Вы получили предмет закат. Закат. Легкость пера, плюс 10 скорости действий. Пробивание при атаке одной цели вместе с союзником. Отличное качество. Этот меч выкован из эмирского сплава, известного как черная сталь. Он хорошо сбалансирован и удобно сидит в руке. Черная сталь легче и гибче обычной, поэтому клинок отлично пружинит. Как ваша семья связана с Валианской торговой компанией? Корабли Валерии сопровождают товары и купцов в пути от одного острова архипелага до другого. Эти псы-принчипи сразу поворачиваются к нам кормой, едва заметив паруса Валерии на горизонте. Серафен, оставь толстосумам из республик байки о том, что пираты показывают свою корму в знак уважения. Орлан смеется собственной шутки. До свидания. Хорошо. Так, давайте посмотрим на этот мечик. Закат. Он, по идее, необычный какой-то. Клинок Грифона, кстати, у нас еще есть некий. Почему щит первым показывается, непонятно. Закат, вот он. Сравнить с Мадвиром. Урона больше, чем у Мадвира. Пробивания больше. Короче, он в целом лучше получается. 20-29. Как Йенвуд. Шепот Йенвуда. Отлично. Интересно, что же нам тогда дадут вторые ребята? Я тобой восхищаюсь, Зоти. Ты всегда придерживаешься своих убеждений, несмотря на то, что на тебя давят. Ты серьезно? Мне всегда казалось, я тебе не нравлюсь. Я серьезно. У меня ушло намного больше времени, чтобы научиться делать так же. Ребята там свои отношения выстраивают в команде.
Никогда не думала, что на меня будет работать Валерий. Эдсали вздыхает, перелистывая бумаги. Я не забыла о моем долге вам. Хранилище Бардата достаточно реликвий, и мы не обеднеем от потери одной. Она передает вам изящно украшенную булаву, с легкостью поднимая ее одной рукой и ухмыляясь. Вы получили предмет роскошь Бардата. Булава. Урон небольшой, пробивание такое серьезное. Точность. Так. Дает дворянство. Дает сопротивление воздействию на телосложение при статусах в порядке и не царапины. Семья Бардата достигла процветания много веков назад, и ныне ей принадлежит внушительный процент всех банковских, грузовых и коллекторских предприятий по всем Валианским республикам. Их род знаменит не только своим богатством, но и любовью к его помпезной демонстрации. Эта позолоченная палица – яркий пример того, что даже оружие Бардата превращают в повод для хвастовства. Впрочем, несмотря на чрезмерную роскошь и украшения, это полноценное и качественное боевое оружие. Похоже, ваша семья обладает здесь немалым влиянием. Ач, мой банк финансирует все операции валианской торговой компании в архипелаге. Как говорится, ни один валианец не вытирает зад без письменного разрешения Бардату. Эдер, если это правда, не стоит больше им руки пожимать. Тебе наверняка приходилось трогать и кое-что похуже, деревенщина. Уголок рта Эдсали дергается, едва не расплываясь в ухмылке. Ну что ж, ребят, неплохо. Мы еще получили от каждого там какие-то плюсики, да? Вообще, как помните, в Baldur's Gate было очень популярно выполнять задания, да, а потом в самый последний момент там, получать какое-то количество опыта, а потом в самый последний момент передавать всех и убивать их, да, чтобы получить полный лут там или что-то такое. Ну, это если говорить о каком-то таком манчкинском и совсем не ролевом, наверное, либо ролевом, но не в том понимании, в котором его понимаю я, прохождение. Вот, но так люди часто делали. Здесь, возможно, есть то же самое. Так, магазин карт. Карты Сансы. Еще хотел посмотреть на репутацию. Валианская торговая компания 2. Вообще, как-то можно посмотреть на историю изменения репутации? А, наверное, нет. Я так понимаю, что истории изменения репутации здесь нет. А с кем у нас там все плохо? С Принчипи. В глотке 3 репутация. Преступники гнилого ряда. -2. Ну, потому что вы сами на меня напали, придурки. Санса Коллег. Это незавершенные карты архипелага Мертвого Огня. На них много пустых участков, отмечающих неисследованные области. Записки, выведенные небрежным почерком, содержат сведения о находящихся в работе заказах и сделках. Эта старая потрепанная карта изображает небольшой участок области в живых землях. Среди обычных картографических альманахов и инструкций обнаруживается несколько ветхих томов с воспоминаниями о путешествиях и удивительных приключениях. Даже эти свитки покрывают невероятный слой пыли. Здравствуй! Как приятно видеть новые лица. Добро пожаловать! Хозяин лавки покачивается на носках и широко улыбается. Чем могу помочь? Чем ты занимаешься? Я картограф, рисую карты. И, должен сказать, я в этом хорош. Да простят мне боги такую нескромность. Если тебе нужна карта любого заселенного региона, это ко мне. Учти, что цены у меня вполне умеренные. Раньше я сам выходил в море и наносил территорию на карты, но теперь нет времени. Еще столько карт не нарисовано. Жаль, конечно, я еще не весь далеко архипелаг посмотрел. Я очень хочу написать книгу. Впрочем, не буду утомлять тебя подробностями. Прошу прощения за эту бесконечную болтовню. Ты говорил, что пишешь книгу?
Я составляю полное и исчерпывающее описание архипелага. По крайней мере той его части, где обитает народ королевы Неказы. Моя книга будет единственной в своем роде. Да ее в клубе исследователей с руками оторвут. Впрочем, это дело очень опасное, и исследовать острова никто не соглашается. Казалось бы, уж капитаны-то должны быть смелыми. Я предложил достойную компенсацию. Вздохнув, Санса складывает руки на груди. Боец из меня не очень, а не то я бы и сам совсем справился. И все-таки, только представь, полный путеводитель по архипелагу. Ах, мечты, мечты. У меня смелое сердце, надежный корабль. Помощь нужна? Ты серьезно? Это же ого! Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Серафен тихо посмеивается себе под нос. В глазах Зоти горит мрачное веселье. Времени в дороге тебе придется проводить немало. Часть островов находится в очень опасных водах. Несмотря на грозный тон, Санса все еще радостно улыбается. Не волнуйся, у меня все распланировано. Первое задание будет просто разминкой, ну а там уж ты точно втянешься. Нас не остановить, то есть тебя. Задача исследовать все отсутствующие на карте острова. У многих даже названий нет. Так что этим придется заняться тебе, Амиго. Только не говори, что никогда не мечтал дать название целому острову. Предлагаю начать с вод окружающих аванпост компании на Порт-Маже. В этом регионе есть два островка, которые еще никто особенно не интересовался. Когда вернешься, я сразу начну заполнять карту и внесу твои открытия в книгу. Да, это будет просто чудесно. О, ребятки, это интересно. То есть здесь можно называть острова своими именами. И даже есть квест на это. Вообще, единственная, наверное, область, которую мы еще с вами совсем не исследовали, это как раз область моря. Вот. Но это будет уже после города. Мельница Сияющей Адры. Картина. Здесь тщательно учитываются ежедневные поставки грубой и переработанной сияющей адры. Голос картины вы слышите раньше, чем замечаете ее саму. Ее смех и жизнерадостное распоряжение разносятся эхом по всей мельнице. Когда она замечает вас, на ее лицо ложится тень дурного предчувствия, которое она прячет позади зубастой ухмылки. Если ты здесь насчет налогов, то передай королеве... Секунду, ты не сборщик податей. Она щурится и поигрывает пальцами на рукоятке оружия. Что привело тебя на фабрику? Кто ты? Кве? Она наклоняется ближе, приподняв удивительно пушистую бровь. Будешь вот так слоняться по причалу королевы, задавая столь личные вопросы, и закончишь свою жизнь в сточной канаве, ясно? Да, что-то она какая-то неприветливая. К счастью для тебя, я честная женщина. Она одаряет вас солнечной улыбкой и хлопает ладонью. Я управляю адровой мельницей во благо Валианской торговой компании. Славная работенка, да? И я с ней справляюсь. Хочешь узнать что-то еще? Сперва купи мне выпить пергуону. Пергуона ради всего хорошего. Картина улыбается и игриво хлопает вас по плечу. Чем ты занимаешься? Картина восхищенно разглядывает помещение. Она тихо смеется, проводя ладонью по подлокотнику соседнего кресла, а затем демонстрирует вам свой палец. Тот покрыт мерцающей голубоватой пылью. Мелем сияющую адру, что ж еще? Берешь большую глыбу и раскалываешь ее на меньшие куски, которые затем измельчаешь в пыль. Перкомпланканет. Все не так уже сложно. Она успокаивающе похлопывает вас по руке.
До свидания. Так, короче, здесь ничего походу нет интересного. Грубо расколотое сияющее ядро все еще лучится неземным светом. Получается, можно с нескольких мест выйти. Ну, давайте на балкончик выйдем. Мокрая собака. Абрахам. Снижает штраф к восстановлению доспеха. Зависит от типа доспеха. А члены вашего отряда восстанавливают часть здоровья после убийства противника. Полезная функция. Смотрите, какая эпичная такое прям сооружение. Вообще очень красивый город. Интересно, встретим ли мы нашего певчего? Это был один из таких эпичных довольно персонажей. Давайте тогда выйдем с вот этой стороны. Угу. Просто боковой выход. Хорошо. Так, мельницу сияющей адры мы с вами посетили. Магазин карт тоже. В Дикой Кобыле мы были. В Валианской торговой компании тоже. Ладно, пойдем сюда. Мы точно с вами не были в сапожника, не смотрели ничего. Хотя вряд ли нам что-то прям нужно. И где-то я еще что-то... Горе тем, чьи дела темны, ибо ничто не укроется от божественного сияния и от аса. Так, ну ладно, его румник, давай поговорим. Хаун приглядывает за каждым из нас, Скиталис. Его святилище ты найдешь из священных ступеней, но твои помыслы должны быть чисты. И, кстати, провести духовное очищение в храме Хауна. Я уже забыл, что нам нужно это сделать. Поместье Валера. Отличный перевод. Браво, переводчики. Дом в районе причала королевы. Так, я не помню, вы в этом доме были вообще? Зопн-Ауа. Пудель. Плюс 2 проницательность, плюс 1 метафизика. Это неплохо. Так, и здесь никого нет? Волшебная палочка, реагент. А чей это дом, интересно? Синбел, Тейла, Ваника. Подросток. Господин, подайте монетку. Подбежавшая девочка дергает вас за одежду. Подросток смотрит на вас огромными, полными скорби глазами. Где твои родители? Их не стало, сударь. У меня больше никого нет. В глазах ребенка стоят невыплаканные слезы. Ну, держись подальше от неприятностей. Спасибо. Монетка исчезает в рукаве подростка. Подросток кивает и исчезает. Интересно. А еще, ребята, подтормаживание начинает меня немножко беспокоить. Не подходи ближе. Девочка прищуривает глаза и тянется за спрятанным в кармане кинжалом.
У нее впалые щеки, она нервно облизывает уголки пересохших губ. Даже если она что-то ела на этой неделе, вы сомневаетесь, что она в той форме, чтобы драться. Дайте яйцо. Возьми, тебе точно не помешает. Аграчима. Она берет яйцо обеими руками и прячет в сумку. Теперь живот не будет болеть целый вечер, или даже больше. Что такая юная девочка делает на улице Никитаки? На Зенале. У меня никогда не было крыши над головой больше, чем на один вечер. Она приподнимает бровь и глядит на вас. Наверное, избавиться от меня для родителей вышло дешевле, чем заплатить за проезд обратно в республике. Или за горькую тыкву на базаре. Ладно, Синдо. Хочешь присоединиться к представлению? Ваника. С возвращением. Так, покажи, что у тебя есть. Ну, в принципе, здесь мы уже смотрели. Я не знаю, пока ничего продавать не будем. Продавать мы будем, когда у нас закончится все. Прохожие ставили на кирпичах непристроенные стежки и грубые рисунки. Ну и здесь дальше мы уже, собственно, были везде. Вот, игрок. Во что они играют? Непонятно. Так. Ну, давайте заглянем к сапожнику. В штабе Валианской торговой компании мы были. Мы там общались даже с кем-то. А, мы не были еще в канализации, вот. Ищешь обувь себе под стать? У меня в магазине кошачьей кожи не водится. Тут все по высшему разряду. Торговый жестом приглашает вас высказать свое мнение. Покажи, что у тебя есть. Конечно, подходи и смотри. Ну и, честно говоря, как-то я бы не то чтобы сказал плюс 2 скрытность, плюс 10 к резвости, решительность плюс 1. Не сказал бы, что у него что-то прям такое есть, что меня бы заинтересовало. Смотри, Валерий. В кои-то веки я горжусь тем, что я Валерий. Это, кстати, тот персонаж, с которым нам нужно было поговорить. Так, канализация. Вы ныряете в канал и опускаетесь на колени перед железной решеткой. Смрад сточных вод, доносящихся с той стороны, настолько мощный, что у вас на глазах выступают слезы. Железные прутья крепко сидят в кирпичах, закрывая проход. Осматриваем. Прутья выглядят прочными, но, похоже, вода и ветер не пощадили кирпичи, в которых они закреплены. Использовать лом, чтобы открыть решетку. Навалившим своим весом на лом, вам удается выломать один из прутьев. В получившийся проход вполне можно пролезть. Пробраться. Вы осторожно пробираетесь через отверстие, готовясь к тому, что ждет вас впереди. Частичный успех. Вы слышите, как кого-то из вашего отряда тошнит в темноте туннеля. Посочувствовав бедняге, вы идете дальше. Вы пробираетесь дальше по туннелю, и ваше внимание привлекает изменения в давлении воздуха. Над головой вы замечаете отверстие. Стены покрыты склизкой грязью, но с каждой стороны ведущего вверх узкого лаза есть скобы для рук. Хватаясь за них, вы выбираетесь из ямы навстречу свободе. Прямо через дыру сортира в штабе Валианской торговой компании. Отлично. Да. Не знаю, правда, зачем. Наверное, на каком-то уровне или моменте, да, нам, может быть, сюда придется именно скрытно пробраться. Сейчас мы поймем вообще, где мы оказались.
Свет здесь играет рябью. На деревянной раме картины вырезали свои имена бесчисленные посетители. Да. Ну и в принципе мы вернулись в то место, где мы уже были. Получается. Телохранитель губернатора. Стражник вежливо кивает вам в знак приветствия. С возвращением. Управляющая Альвари готова вас встретить. Так, выход у нас где? Здесь. Серафин, мы вроде как договорились. Что ты не будешь лезть ко мне в голову. Я не был в твоей голове, приятель, у тебя мысли громкие, как храп огра. Я был бы полным дураком, если бы не проверил, что с ними все в порядке. И что же ты думал найти? Ничего особенного, просто, ну, что-нибудь. Да. Они что-то не очень ладят. Так, ну что ж, ребят, я думаю, что нам нужно сейчас отправиться, во-первых, в Кобылу, вот, и немножко отдохнуть там. Много ли добрых знамений послали тебе боги? У нас просто у Серафина уже 2 травмы. Поэтому я беспокоюсь на тему того, чтобы 3-я травма не оказалась для него последней в самый неподходящий момент. Закулисное хранилище. Отдохнули, все травмы сняли. Ну что ж, ребят, я думаю, что на этом мы сейчас с вами серию и закончим. Вот, потому что время уже, к сожалению, подошло к концу. Вот, но зато сегодня мы завершили исследование причала Королевы. Вот. Я думаю, что в следующей части мы доделаем квест на фонарь. Ну, точнее как, я так подозреваю, что это только какой-то этап квеста. И уже пойдем исследовать окрестности Никитаки, уже не сам город. Будет интересно взглянуть впервые на берег, да, на окрестности, что вообще там происходит. В принципе, мы с вами как сухопутные крысы типичные. Вот, но увидим, увидим. Ну, на сегодня это все. С вами был Реторм. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, делитесь видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До следующей встречи.